Всем тактический привет с тактического леса и обращаю ваше внимание тактической собаки. Опа, Петюня, молодец. Дай 5, дай 5. Опа, всем привет от тактической собаки. Сегодня нам 5 месяцев. Мы готовимся к чему? К тестированию всякого рода изделий. Вот, ну давай 5. Не, ну, молодец, дай 5. Опа, все, у нас все получится. Вот, готовимся, друзья, к чему мы готовимся? К тестированию, тестированию еще раз. В реальных нормальных условиях. Сегодня мне помогает в будущем специалист высокого уровня. Зовут его Бренд. Так называемая сегодня маленькая презентация. Он будет немножечко здесь, скажем так, мне помогать по мере возможностей. Сейчас на карантине, поэтому привязан, я его далеко не выпускаю. Всем спасибо за понимание и терпение. Итак, о чем сегодня пойдет речь? Ну, по внешнему виду, по меху, по всему вы поняли, что, ну и, конечно, по названию в Ютубе, что речь пройдет про хаски. Не о породе собак, а об изделии Helicon Tex. И сегодня я вам наконец-то дам полную рекомендацию, ответы, для чего же Helicon Tex выпустил модель Husky, которая сейчас на мне. Эта модель прежде всего как бы идентична по своему составу, по всему куртки Level 7, знаменитой куртки Level 7. Сколько у меня позволит возможности YouTube, я обязательно добавлю ссылочки на те обзоры, которые я делал на протяжении последних лет 5-8 на модели Level 7. Итак, вот пытается штатив укусить. Итак, значит, куртка Level 7, всем известна, и на базе ее выпущена модель Husky. В чем принципиальная разница, в чем назначение и все остальное, я сейчас вам все расскажу. Чуть-чуть прикреплю в другое место бренда, чтобы он не так активно помогал, и мы продолжим. Продолжаем наш обзор. Итак, вот знаменитая наша куртка Level 7. Я ее потом, когда буду вам детали показывать по Husky, одену ее. А сейчас вот такая она как есть. Итак, давайте начнем с самого главного. Не с назначения, а со стоимости. Итак, стоимость куртки Level 7 на сегодняшний момент составляет 169 евро. Куртка Husky, которая на мне, 189 евро. По-моему, так по памяти говорю. Какие еще основополагающие у нас есть отличия? Ну, конечно же, по весу. Куртка Level 7 где-то грамм 900. Эта куртка где-то 1100-1112, тоже по памяти, грамм. То есть килограмм 100. Тяжелее. За счет тяжелее я вам покажу все обязательно. Сейчас буду раскрывать вам секреты. Для чего же эта куртка Husky сделана? Сделана она прежде всего для офисных работников, руководящего состава. Это основное прямое их назначение. Вы сейчас будете говорить, ну позвольте, вроде как, Helicon и это, говорю, я вам сейчас все объясню, не будем торопиться. Итак, почему же все-таки офисные работники, почему все-таки руководящий состав? А теперь, пожалуйста, внимание на экран. Итак, снежок нам в помощь. Для чего же я призывал вас сосредоточиться? Итак, тут имеются два кармана. Всю полностью эргономику я покажу вам сблизи потом. Мы сейчас назначение для руководящего состава. Помним. Два кармана. Один на сердце, второй симметрично. Значит, с левой стороны
имеется такая возможность вложить сюда бейджик такой, чтобы все видели принадлежность, когда вы заходите в офисное здание, этажей 20-25, руководитель, у него сразу видно, что это он. Дальше, здесь можно на усмотрение что-то другое добавить, к примеру, устрашающее. Какой-нибудь патч или там, чтобы подчиненные боялись. И самое главное, сзади на спине имеется, вы видите, вставочка такая, она на велкро тоже снимается. Вот. Так вот, на этой самой вставке, которая выкидывается из кармана, пишите большими буквами «Директор», «Шеф», «Босс». И в таком вот состоянии вы идете по коридору, заходите в офис. Как мы знаем, хорошая паропроницаемость, все замечательно. И таким образом все остальные сотрудники сразу что? Трепещут, боятся и падают ниц. Вот такая вот хорошая классификация, хорошее такое изменение, дополнение в этой модели. Без юмора нам никуда и никак, дорогие наши друзья, тактикульные и любители активного образа жизни. Прежде всего, вещь это профессионального назначения для работы, скажем так, полиции, спецназа, там еще кого угодно, оперативных сотрудников, ну, всех, кто работает на благо общества, прежде всего, делая это акцент для защиты нашего спокойствия и порядка. Вот. Они не должны выглядеть так вот брутально в военной форме или еще что-то. Человек выполняет какие-то боевые свои действия, задачу, служебные, скажем так, обязанности. И, соответственно, он должен выглядеть не как по уставу на осмотре строя. Куртка обычная, куртка классная, хорошая, продуктивная. Внутри хорошая эргономика по карманам, я вам все это покажу. Это первое и самое главное отличие от Level 7. Это ее назначение и ее конструктивные особенности. Что я хотел бы до себя добавить, если применить ее больше к гражданской специфике, об этом я все скажу, когда буду вам показывать крупным планом вот эти все нюансы, вот эти кармашки и тому подобное. Как можно адаптировать эту куртку под гражданское применение. А мы с вами любим гражданский образ жизни. Вот. Ну а люди, которые профессионально это планируют применять, для них это тоже будет важен аспект. Какие еще отличия, вот такие существенные, визуальные, кроме тех, что я показал по отношению к куртке Level 7? Это же, конечно же, отсутствие велкро. Нету на рукавах, на предплечье всеми любимых велкро, любимых в кавычках. Я понимаю, как вы их всех раздражает, это велкро, с одной стороны. А с другой, я когда надену ЛЛ, буду показывать детализацию внутри этой куртки, я на них прикрепляю, точнее, патчи, всякую такую штуку, абсолютно внешний вид не портит. Вот, сейчас еще покажу одну очень важную детализацию касательно этой куртки. Доработок – это взаимодействие этой куртки Husky от Helicon Tex с применением огнестрельного оружия. Я сейчас, как я это люблю, как помню мне учитель по математике, медленно все объяснял, и тогда становилось понятно. Поэтому вот мой недостаток такой, я люблю все медленно показывать. В этой куртке имеется такая вот возможность быстрого доступа к огнестрельному оружию. Если, речь идет сейчас о пистолетах. Возможно, это будет холодное оружие или еще у кого какая фантазия или к чему там научно-технический прогресс уже пришел. Не суть важно. Я показываю очень медленно вообще, как в принципе это работает. Это все симметрично. Вся конструктивная часть в этом изделии симметрична. То есть если вы правша или вы левша, не имеет значения. Итак, как работает? Вот имеется у нас такой вот хлястик. Вы видите, скажем так, эластичная такая вот лента, или как многие называют
жгут, кто-то не компрессионный, кто-то говорит нейлоновый такой вот. Ну, грубо говоря, он эластичный, относительно эластичный. Ну, можно даже сказать, что практически он сильно не растягивается. И вот как, есть люди, которые дергают этой рукой. Я бы, допустим, предпочитал так. Если я правша, я работаю так. Я бы работал бы с двумя руками. Вот с этой и с этой. Значит, вот этой штукой, этим шнурком, мы открываем карабин, который фиксирует наш бок. Я вам все покажу потом вблизи. Расняв карабин, начинается вот раз, видите, расстегивание идет, и параллельно правой рукой вы подходите, и у вас находится, видите, доступ к огнестрельному оружию. Надеюсь, видно. Вынимая, соответственно, из кобуры, вы начинаете работать с этим оружием. Это существенная такая вот доработка в этом изделии. Поэтому для людей, которые применяют огнестрельное оружие на выездах, на боевые выполняя какие-то задачи, это очень существенно. Поэтому не забываем об этом. У меня был вопрос, как же вот эту вот штуку, вот эту, которая открывает, да, можно продуктивно использовать для гражданского применения. И я по-своему тоже нашел и этому решение. Поэтому сейчас я снимаю с себя классную эту куртку хаски. Напоминаю, что я сейчас не рассказываю ни о материалах, ни о всем. Все это вы сможете посмотреть в обзорах по Level 7. Там все идентично, кроме веса и конструктивных особенностей. Так, снимаем и показываю теперь детализацию всю сблизи. Я переоделся, как вы видите. Вот она, наша хасочка. И сейчас мы приступим к детализации, которую я вам все покажу. Ну и как бы пару своих выводов и мнений вы обязательно увидите. Начнем с самого интересного, которое, я так думаю, вам показалось. Это вот доступ к оружию. Вот этот вот хлястик. Я немножко, конечно, относительно приврал, что он эластичный. Он не эластичный, он такой жестковатый более-менее. Вы, когда за него тянете, вот так, можно жестко даже, с усилием. А дальше что мы происходим? Вот внутренняя часть. Сейчас я постараюсь закрепить края. Вот. И смотрите, вот я тяну. Видите? Расстегнулось. Давайте еще раз попробуем. Вот этот фастекс, он у нас фиксирует, чтобы у нас не открывалась молния. И вот вы так дергаете, она открылась. Далее, вот эта вот часть, вы рукой ее раз, и дальше тянете, раскрывается молния. Ну, вот так вот. Все тут понятно. Она раскрывается довольно-таки внушительно, позволяет такой вот доступ дать серьезный. Как я использую вот эту часть? Я расстегиваю, особенно это актуально после обеда хорошего. Вот эту вот часть я держу в расстегнутом состоянии. Велкро у меня тоже было застегнуто или нет. Я чуть-чуть приоткрываю. Особенно это удобно, когда приседаешь или еще что. Я оставляю немножко расстегнутую. Таким образом я увеличиваю вот эту часть ходовую. И мне комфортнее. Лично мне комфортнее так. Сильно оно не расползается, но ничего такого страшного. Я нашел это такому применению. Это если мы говорим про гражданское. Если утяжка, конечно, есть утяжка по низу, но она у нас, видите, она у нас только
по вот этой спинке, части спинки. Вот если мы расстегнули оба замка, у нас осталась такая вот часть на спинке. И тут есть утяжечка. Вот она, показываю сблизи. Вы ее берете, и тут все хорошо сделано. Здесь зафиксировано на такой фирменной, видите, вставочке. А дальше дело техники. Просто обыкновенно затягиваете и отпускаете. Таким образом у вас утягивается вот эта часть, становится плотнее спина. Почему сделано раздельно, я думаю, вам всем понятна вот эта часть. Потому что когда вы расстегнете, у вас не должно быть каких-то тормозов или еще что-то для быстрого доступа. А спиночка останется прикрывать поясницу, плотно прилегать. Что мне еще понравилось в этой куртке? Внутри симметричного два этих кармана. Один и второй. Если в Level 7 тут сетка ламинированная, так назовем их сухарные такие карманы, как я их применяю, если у вас там влажные перчатки, но прежде всего там зимой, лето, в Level 7 я сюда их вкладываю и в застегнутом виде иду. От тепла тела за счет качества материалов идет сушка внутри, на ходу или так, этих вещей, которые здесь. Здесь же этого не требуется, здесь карманы. Сейчас я вам покажу сблизи этот кармашек. Он такой классный, специфический. Вот мы добрались до этого кармана. Я прошу прощения, немножко неудобно, мне тут одному корячиться в лесу. Я открываю этот карман. Так. Он очень широкий. И надо, скажем так, отдать должное, что в этом кармане имеется дополнительная вот защита такая от проникновения влаги. Еще дополнительно снаружи. И сюда, я так думаю, можно поместить еще какую-то часть боекомплекта, документы, какие-то значимые предметы. Но надо понимать, что поскольку здесь, в этом изделии, вот она как маркируется, сейчас может быть немножко по-другому, потому что этой куртки у меня уже второй фактически сезон, она у меня на тесте. Ну или первый, я точно не помню, я доволен. Когда вы потеете и долго двигаетесь, у вас выходит пар отсюда, эффект пароотвода. И в этих кармашках, поскольку мы здесь видим глухой такую часть для защиты от воды, может возникнуть своего рода конденсат. У меня, правда, это я не сильно врать не буду, не проверял на других карманах, да, поэтому, что-то такое здесь подверженное влиянию влаги, лучше не хранить. Боковой вот этот карман, как и в Левеле, в Хаске тоже имеется. Здорово, классно, он такой вместительный, хороший кармашек, продуктивный. Поймите, и здесь он симметричный. В Левеле только с одной стороны. А здесь все идет симметрично, все, что я вам говорю. Что еще из особенностей таких курток? Сразу могу сказать, слабое место во всех куртках, что Хаска, что Левел, это вот эта вот часть. Поэтому, когда вы регулируете себе капюшон, я рекомендую один раз или максимум отрегулировать. Если вы будете сильно дергать, из зацепления вот эта вот эластичная лента, она вылезет. Я ж не буду вам рассказывать неправду. Короче, слабое место это вот это. Поэтому тут надо немножко деликатно. Один раз я вот отрегулировал, хожу и
вопросов нет. А если постоянно дергать, думаю, она долго не прослужит. У меня, по крайней мере, так было. Так, по конструктивным особенностям все остальное точно так же, как Level. Два вот этих вот кармана нагрудных, которые открываются вверх, вниз, и две, естественно, вы видите, двусторонняя такая вот молния. Потом, что еще хотел отметить, так вот, помните, про руководителя говорили? Вот эти два кармашка симметричных, они вот так вот видны, ну, скрытых их вряд ли можно назвать. Если, конечно, вот мы уберем нашу собачку, наверное, да. А в остальном они вряд ли скрытые. Значит, что я делаю? Я вот эту вот часть, которая выбрасывается, удаляю. Эту, кстати, если вы не планируете по назначению отпороть, тоже можно. И я использую это как карман. Ношу здесь телефон, еще что-то. И знаете, за что я переживал? Это за молнию. Ну, думал, она какая-то жидковатая. Да нет. Я ее уже столько раз дергал, она прекрасно носится. То есть вот эту часть убираем мы. Ну, аналогично удаляется все и с противоположной стороны. Что касается спины, сейчас мы до нее доберемся. Это, конечно, и для гражданского применения геморрой своего рода. Расстегиваем. Вот оно, все то же самое. Видите, достается, убирается. И тоже можно выпороть. Ну, что сюда? Я не знаю, что. Как карман использовать маловероятно. Он такой вот вроде глубокий, а вроде и нет. Кого какая фантазия. Это, конечно, для гражданского применения минус. Ну, можно положить что-то усиливающее тепло или еще что-то. Ну, вот такая вот песня. Такая куртка, как обычно, наверное, получился где-то затяжной относительно обзорчик. Единственное, что хочу сказать про размеры. Если вы планируете работать с боевым оружием, рекомендую вам взять на размер больше. Вот смотрите, на мне, я и так не мелкого телосложения, на мне левелка сейчас L, хаска XL. Если бы я работал с боевым оружием, я бы взял 2 икса. Это что касается хаски. Ну, чуть-чуть было бы по плечам, может быть, где-то. Но если носить не на голое тело, а еще что-то, допустим, под низ, или это одеть, ну, я не думаю, что оно критически будет. То есть с боевым оружием людей, которые не относятся к категории таких вот худощавых, подтянутых таких вот, у которых только кости, мышцы и кожа. А есть еще и какая-то прослойка, как у тюленя, да, как у меня, то лучше, конечно, брать на размер больше для применения боевого оружия. Будем сейчас прощаться. Бренд тоже прощается с вами. Бренд, дай 5. Опа! Всем пока. А 2-5 дашь? Опа! Всем двойное пятюня двойная. Всего доброго, мужики.